Справедливость для каждого человека имеет свои границы и моральные устои. Кто-то скажет, что справедливости не существует, а кто-то наоборот. Веяния на тему справедливости напомнили мне очень интересную концовку в дополнении «Кровь и вино» из игры «Ведьмак 3». Перед нами встает непростой выбор. Геральт может попытаться спасти Ольгерда фон Эверика или же дать Гюнтеру доделать свою работу. И я, в силу своих моральных устоев и отношению к миру, выбрала вариант 2, а именно – не вмешиваться. И что же я получила? Как вы понимаете, самая справедливая концовка является самой скучной, и дабы повеселиться, я выбрала первый вариант, перезагрузив сохранение. Однако как раз таки приключения Геральта в маленьком мирке Гюнтера – это скорее сказка, которая не должна была существовать. Год назад я делала ролик на тему, почему Гюнтер Одим прав. Я придерживаюсь того же мнения, что и год назад. Однако сегодня я затрагиваю другую сторону этой удивительной истории. В самом начале ролика я уточнила, что справедливость как таковая для каждого своя, и когда вы слышите фразу «мир несправедлив», чаще всего человек имеет в виду, что мир несправедлив по отношению к нему. Также многие в понятие справедливости привносят моральный аспект, чтобы все были сыты, обуты, одеты и так далее. Однако, является ли это справедливостью? Нет. Если мы заглянем в интернет, то увидим довольно спорную терминологию, которая в разных слоях населения может интерпретироваться как угодно. Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния. В частности, соответствие прав и обязанностей труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствие роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального и т.д. и т.п. В данном предложении нас интересует только начало. Понятие о должном. Ты должен мне, я должен тебе, и, как вы понимаете, это все тоже по воде писанное. Никакой, как таковой, объективности здесь нет. Каждый может интерпретировать слово «справедливость» как его душе угодно. Однако есть очень важное, огромное «но», благодаря которому мы можем начать наш путь, и которое объясняет все, что угодно. Результат. Когда речь заходит о несправедливости богатых и бедных, рождении детей в неблагополучных семьях и тому подобное, люди чаще всего любят искать виноватых и уже во взрослом возрасте скидывать свою личную ответственность на другого человека. Самыми опасными фразами за мою жизнь стали «я делал все, и у меня ничего не получилось». Это у них есть все, потому что они плохие, наглые, воры и тому подобное. И в ходе разговора всегда видно, почему у данного человека и ничего нет. На вопрос, почему человек изначально рождается в неблагоприятных условиях, довольно прост и банален. Генетика, анатомия, биология, а если говорить простым языком, вы просто не смогли бы родиться у другого человека, так как вы – это всего лишь смесь вашего папы и мамы. Даже если мы берем аспект сознания, то изначально вы выглядели вот так. И таких, как вы, было очень и очень много. Однако, чтобы вы стали большим и умным, для этого необходимо было скрестить вот это, и чтобы получилось вот это. Именно то, что вы из себя представляете, является результатом скрещивания одной генетической составляющей с другой, и только благодаря этому скрещению смогли родиться вы. Справедливо? Однозначно да. То, что вы могли родиться в неблагополучной среде, не означает, что вы там останетесь. У человека есть свобода выбора, и в каждом из нас заложено две дороги – эволюция и деградация. В зависимости от ваших потребностей, склонности к саморефлексии физических данных и предрасположенности к болезням, вы сможете самостоятельно выбрать для себя абсолютно любой путь, который захотите. Ваша изначальная отправная точка – это ничто по сравнению с огромным открытым миром перед вами. Для чего вся эта демагогия? Ну, во-первых, могу себе позволить, а во-вторых, мы плавно переходим к справедливой концовке, где смерть Ольгерта является абсолютно естественным и, я бы даже сказала, правильным финалом, чем его спасение и убийство Гюнтера. Хотя Гюнтера, как оказывается, совсем уж убить нельзя. Для того, чтобы понять происходящее, мы окунемся в историю и что вообще там произошло вкратце. Ольгерт фон Эверик был не просто каким-то разбойником, а также имел отличные способности к познанию потустороннего. Ольгерт влюбился в прекрасную Ирис, и жили бы они долго и счастливо. Однако родители Ирис не собирались отдавать свою единственную кровинушку такому, как Ольгерт, так еще и без гроша в кармане. Ольгерт и его команда помышляли убийствами и разбоем, а так нажить капитал как таковой не смогли в силу семейных распри и склонности Ольгерта и его товарищей к расточительству. Вместо того, чтобы зажить честной жизнью и спать с чистой совестью,
он решил приобщиться к непотребствам, а именно получить все здесь и сейчас. Долго Ольгерт искал способ, дабы озолотиться и при этом остаться в живых. И вот спустя какое-то время рыжему красавчику все-таки удалось найти способ, и способ этот называется Гюнтер Одим. Во-первых, и это одно из самых главных, не Гюнтер Одим пришел к Ольгерту, а Ольгерт вызвал Гюнтера Одима. Во-вторых, надо иметь слабоумие и отвагу, чтобы на полном серьезе заключать словесный контракт с иными существами и думать, что те слова, которые ты произносишь, будут истолкованы тем же смыслом у иного существа. Даже в суде при составлении договора в скобочках пишут описание того или иного слова, дабы не было расхождений. А здесь, в мистическом мире, Ольгерт фон Эверик решил, что он, грубо говоря, нагнет Гюнтера Одима и выйдет сухим из воды. Справедливо? Нет. Если ты хочешь что-то получить, то ты должен что-то отдать. В данном случае Гюнтер Одим не является всемогущим. У него ограниченный запас возможностей, и он работает с тем, что имеет. Гюнтер соглашается исполнить 3 желания Ольгерта, и взамен он заберет душу. Пока все по стандарту. Однако Ольгерт не учел, что Гюнтер не может сам выполнить 3 желания. Он может лишь помочь подстроить определенные ситуации, а также он может менять погоду и управлять временем. Однако и в данном случае его способности крайне ограничены. Есть несколько темных пятен в данной истории. Во-первых, не совсем понятно, каким образом Ольгерт фон Эверик получил монеты, дабы все-таки жениться на Ирис. По одной из версий, он также прибегнул к магии или же помощи самого Гюнтера. Однако об их прошлых сделках нигде не указывается. Во-вторых, если не были проведены прошлые сделки, а по новой никакие желания Гюнтер не исполнял, то для чего именно Ольгерт вызывал Гюнтера? А если и были проведены, то зачем Гюнтер понадобился снова? И что именно Ольгерт должен был отдать за прошлые сделки? По одной из версий, прошлая сделка до 3 желаний – это получение богатства в обмен на смерть брата Ольгерта, Витольда фон Эверика. Знал ли Ольгерт заранее, что ему придется попрощаться с братом в обмен на золото или нет, также остается тайной. Однако, если при составлении договора на 3 желания Гюнтер уточнил, что он заберет душу Ольгерта, то да, Гюнтер также предупредил Ольгерта, что за золото заберет брата Витольда. В данном вопросе Гюнтер уточнил все честно и прозрачно. Также мы можем наблюдать, как Ольгерт относится к смерти своего брата достаточно спокойно, ибо он действительно стал более каменным, а во-вторых, он не рассказывает нам, каким именно образом погиб Витольд. Об этом нам сообщил Гюнтер, конечно же. Если идти по этой теории, то после убийства Витольда Ольгерт смог жениться на Ирис, однако все было не так гладко. Так и непонятно, зачем Ольгерт снова заключил союз с Гюнтером, учитывая, что 3 желания он так и не пожелал. Однако после того, как Ольгерт снова заключил пакт с Гюнтером, рыжий атаман решил расторгнуть контракт, и с этого момента его уже мало интересовала любовь всей его жизни Ирис, и он стал часто запираться в своем кабинете, а вскоре и вовсе сошел с ума. Он убил отца Ирис, однако он не смог убить ее. Ольгерт покинул свою дорогую супругу, и Ирис умерла от тоски в своей собственной кровати. Самым интересным событием в данной ситуации является то время, когда Ольгерт решил заключить договор на 3 желания. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью со своей супругой, имея средства и имения, и зажить, опять же, честной жизнью, Ольгерт снова выбирает мрачный и очень опасный путь. Справедливо ли то, что сам Ольгерт вместо того, чтобы спастись, стал выкапывать себе яму еще глубже и, как конечный результат, опустошил себя и приглушил эмоции? Конечно, справедливо. Справедливо ли то, что именно он, заключив договор с Гюнтером, сам пошел на такие риски, зная, что надо будет отдать? И справедливо ли то, что Гюнтер должен получить душу Ольгерта? Справедливо. Относится ли жалость к Ольгерту, к его договору с Гюнтером? Нет. Относится ли любая эмоциональная окраска к договору с Гюнтером? Нет. Относится ли любая эмоциональная окраска к справедливому завершению и честному выполнению контракта? Нет. Имеет ли смысл слов, сказанных и записанных Ольгертом, точно такой же, как и у Гюнтера? Нет, Ольгерт выкрикнул, что Гюнтер сможет получить его душу только когда они встретятся на Луне. И они благополучно там встретились. На какой Луне? Речи не шло. Справедливо ли, что Гюнтер торопил своего клиента в работе, так как ему также необходимо кормить себя? Справедливо. И где же та грань между справедливостью и нашими моральными устоями? Что именно позволяет нам при разных обстоятельствах смешивать чувство справедливости с эмоциями и нашими представлениями о мире? И к чему в итоге мы
приходим. Гюнтер с помощью Геральда выполняет все 3 желания и в обмен Одим, конечно же, забирает душу Ольгерта. И вот здесь наступает самый главный диалог. Гюнтер предлагает Геральту заключить новый контракт, и правильно и по здравомыслию Геральт отказывается от всего, понимая, что он всего лишь ведьмак, который берет контракт, охотится на животных, ну, иногда меняет мир, конечно же. Однако в первую очередь он берет контракт и охотится на чудовищ. Гюнтер Одим не может принудить Геральда к новому контракту и, присвистывая, уходит. Так и должно закончиться повествование «Каменные сердца».